Энтузиасты, приветствую вас на канале. Итак, максимальный позитив в хату, но в принципе позитив позитивом, но один только есть негатив. То, что доминация биткоина у нас опять же обновляет свои хаи. Что мы видим? Ну, рынок в принципе у нас ни туда, ни сюда, нету особо притока капитала в рынке свежего. Если мы посмотрим, то все-таки потихоньку рынок начинает ползти вверх. У нас 3 триллиона капитализация, чуть выше даже, но особо нету такого значительного притока капитала, как у нас было буквально осенью 2024 года. Ну ничего, надеемся то, что подвезут хорошие новости и люди понесут деньги в рынок. Самое важное, конечно же, не протыкать пик бычьего рынка и успеть зафиксироваться. Итак, доминация биткоина у нас обновляет свои хаи, на данный момент 64-93%, даже 94%. Был ли достигнут пик доминации битка? Мы пока что не знаем. Увидим немножко погодя. Ну, пускай там недельку-полторы-две пройдет, и мы увидим, был ли здесь пик или нет. А может, все-таки мы уйдем на доминацию биткоина в диапазон 73%, как мы с вами разбирали на стриме. Итак, посмотрим монетки Axie Infinity. Это у нас GameFi сектор. Ну, короче говоря, игровые токены. На данный момент Axie Infinity у нас прошла одну бычку 2021 года. Очень-очень сильно она была тогда на хайпе. И я помню, шили такие у нас разные истории, то, что филиппинцы сильно играли в данную игру Axie, и они зарабатывали кучу бабла на данном инструменте, и некоторые даже умудрялись купить себе, ну, какие-то там виллы. Ну, в принципе, токен неплохо показал, притом легко он добывался в игре, и цена его была знатная. Здесь у нас есть инвесторы, есть у нас здесь 25 инвесторов, смотрите, A16Z, Paradigm, Binance Labs, Консенсус. Короче, здесь такие топовые инвесторы, что это просто капец. Animoca Brands даже. Animoca Brands Tier 3. Ну и уже такие малоизвестные инвесторы. FTX даже есть. И они, конечно же, неплохо помпанули данный инструмент. У нас на данный момент почти что 60% монет в обороте. Капитализация составляет 419 миллионов долларов. Инвестиции. Давайте мы посмотрим. Здесь у нас есть иксы. Здесь у нас есть иксы, 32 икса, 25 иксов. Ну и, конечно же, серия B раунд у нас, октябрь 2021 года. В принципе, тут 0.23 икса. Такие запоздавшие инвесторы уже здесь, конечно же, не имеют больших иксов. Ну, самые ранние, это у нас 2020 год. Здесь уже колоссальнейшие иксы. Также вестинг. Что у нас по разблокировкам? Все разблокировано, все. Ну, тут осталось 430 дней, тут у нас все разблокировано, и тут у нас все разблокировано. И может быть такое, что в этом цикле, конечно же, еще пульнут данный инструмент. У меня нету данного инструмента, я его не держу, когда-то покупал в 2021 году и продавал его. Я его продавал на том самом знаменитом росте. Какую-то часть прибыли я заработал на данном инструменте, больше покупать его не буду. В принципе, у нас данный инструмент показывает силу. И здесь мы с вами приводили пример, то, что такие инструменты, как Starknet в этом цикле просто укатывались. В прошлом цикле мы видим листинг и дальнейший памп. Тоже, конечно же, я делал ставку на новые инструменты в 2024 году. Думал, что у нас будет аналогичная ситуация. После листинга, смотрите, у нас листинг происходит, идет памп 10 иксов, а тут у нас 30 иксов. Даже не 30 иксов, а 300 иксов, потому как здесь у нас был памп до 81 тысяча процентов. Здесь просто колоссальнейшие иксы были на данном инструменте. И была сделана ставка на то, что новые инструменты тоже повторят судьбу, ну, допустим, таких монет, как Axie Infinity. Ну, не тут-то было. Не тут-то было. И Axie Infinity у нас сейчас на данный момент, ну, уже, в принципе, снизилась новый блок накопления. Тут у нас был блок накопления, начиная с ноября 2022 года. Мы здесь топтались, продавили ниже. По всей видимости, здесь у нас монетку все-таки распределяют. И видно то, что линия POC у нас в диапазоне 6-7 долларов. Сейчас на данный момент 2.59. Не покупал я ее.
И покупать тоже не буду. Здесь у нас есть иксы, опасно, конечно же, но может быть такое, что даже в дальнейшем у нас монетка и покажет рост. Правда, у нас нету триггера. Игра у нас в принципе особо не работает, разве что инструмент остался с целью спекуляции, поспекулировать там какими-то инвесторами, манипулятором и все. Но даже если с текущих покупать, то тут у нас может все-таки быть 30 иксов. Но это очень опасно. Токен из разряда игры и в принципе все монетки в манипулятора. Иксы здесь большие. Покупать могут, конечно же, сильно укатать. Многие блогеры, в том числе и Редван, например, Genesis, он говорил, вот здесь нужно ее брать. Сейчас она уже укаталась, смотрите, на 76%, а то даже и 80%. Так что я, конечно же, не ручаюсь, что в дальнейшем что-то может произойти хорошим с данным инструментом. Его могут просто-напросто и распределять. Вот что. Второй инструмент, монетка GMT. Тут мы видим то, что у нас нету никакого желтого уведомления. А вторая монетка GMT. У нас здесь токен в настоящее время находится в аккумуляции. И данный токен у нас не был, конечно же, в фазе бычьей. Или в бычьей фазе. Он у меня есть. Я его держу еще с 22 года. Тогда я, конечно же, по видосам одного блогера прикупил. Он сильно твердил, что он будет стоить в диапазоне $20. Но мы видим обратное. Здесь у нас тоже интересные инвесторы. Binance Labs есть. Solana Ventures есть. Ну и такие вот малоизвестные уже идут дальше. Alameda Research у нас такие без звездочек вообще. Данный токен у нас не был на бычьем рынке. Что у нас по поводу капитализации? 2,8 миллиарда долларов. Ой, извиняюсь. Капитализация 165 миллионов долларов у нас. Чуть ли не сказал неправильные цифры. Еще, конечно же, хейтеры могут забанить мой канал. Мало ли. Итак, капитализация. На пике у нас было 2,28 миллиардов долларов. Ну, это может быть такое, что я по памяти просто сказал, что капитализация 2,8 миллиарда, потому как, в принципе, я помню, когда у нас здесь была капа очень огромная, и говорили, что здесь будет у нас капа примерно 20 миллиардов долларов, как у монетки Dogecoin. Но мы увидели здесь обратно. И сильнейший отток капитала. Мы видим то, что данный инструмент у нас просто упал, и капа у нас потихоньку падает, тоже вместе с данным инструментом. Цена. Давайте-ка мы посмотрим, что у нас здесь по инвестициям. Здесь тоже есть иксы. Здесь у нас 5 иксов и здесь есть 11 иксов. Вестинг у нас здесь что на данный момент? Здесь еще 1900, 1500. Здесь все разблокировано. Здесь у нас 676. Здесь все разблокировано. Здесь 311. И в принципе, у нас данный инструмент не участвовал в бычьем рынке, но он, правда, был сильно надут еще в 2022 году. Будет ли здесь у нас какой-то импульс роста, никто, конечно же, не знает, но данный инструмент постоянно падает и обновляет свой лой за лоем. Я, конечно же, предполагаю, что можно какую-то часть было бы прикупить данного инструмента, когда мы придем в диапазон, ну, хотя бы 1 цент. Да, вот сюда было бы неплохо увидеть бы в диапазоне 1 цент. И его здесь, конечно же, чуть-чуть бы прикупить. Но дадут ли такую цену, я, конечно же, не знаю. На бычьем рынке этот инструмент не участвовал, и на данный момент он показывает график немножко похожий на Starknet. Да? Вот тоже Starknet укатывался, потом у нас Starknet показал небольшой рост, буквально на 100, там примерно чуть более чем 100%. И дальше пошла укатка с обновлением лоев. Хитрые, конечно же, здесь манипуляторы сидят. Боковика еще на данный момент не рисуют. И я думаю, что у нас здесь будет еще продолжение падения. Есть у нас здесь такой вот нисходящий клин. Он на данный момент пробит. Монетки у меня есть какая-то набранная позиция, но входить я не буду в данный инструмент. Посмотрю, посижу, посмотрю, что у нас будет с данным инструментом. Будет ли у нас здесь выход вверх или нет, вот это интересный вопрос. И на бычьем рынке этот инструмент не участвовал. Если, конечно же, ориентироваться на тот самый Fibonacci, то и это у нас дно, то мы можем, в принципе, прийти в диапазон $7.
Вот, сходить на перехай, выбрать здесь шортистов, если они здесь, конечно же, есть, глобальных шортистов. И, в принципе, что? Сходить на перехай, тут можно было бы зафиксировать какую-то прибыль. Даже в том числе и я мог бы зафиксировать, но будет ли у нас такая прибыль, неизвестно. По объемам видно то, что максимальное количество монет у нас откупается в диапазоне 5 центов. Линия ПОК у нас здесь, в принципе, внизу. Вот такие вот у нас две монетки с игровых секторов. Я не знаю, есть ли они у вас в портфеле или нет, пишите в комментариях под видео. У меня есть GMT, надежда то, что еще памп по ней будет. Надеюсь, что будет. Но по поводу Axie Infinity, да, хоть она, конечно же, и неплохо держится, но здесь есть иксы и могут, конечно же, киты фиксироваться по данному инструменту. Axie Infinity у меня нету. Посмотрим, понаблюдаем, что у нас будет. Что у нас будет в дальнейшем с доминацией биткоина, тоже, конечно же, никто не знает. Многие говорят то, что мы улетим где-то в диапазон 73%. Ну, я думаю, что альткоины очень сильно тогда пострадают. В принципе, лонг у нас по эфириуму продолжается набираться. И придет момент, когда начнет крупный игрок разворачивать эфириум. Ожидаем разворот эфириума. На данной прекрасной ноте будем заканчивать. Я всем желаю мирного неба. Желаю заработать на этом тяжелом цикле, конечно же. Он очень тяжелый. И хоть многие говорят то, что история повторяется, но все три цикла отличаются друг от друга. Даже не 3 цикла, а это у нас идет 4-й цикл. Потому как у нас был 13-й год, 17-й год, 21 год. 3 цикла у нас было, а это у нас 4-й цикл. И все циклы полностью отличаются. Одно только работает на этом крипторынке, это терпение. Нужно набраться терпения. Все ссылки есть в описании под видео, телеграм-канал, подписывайтесь на телегу. Почему вы еще не сидите в телеге, я не знаю. И также биржи, все есть в описании под видео. Всем спасибо за просмотр, всем пока, до связи и мирного неба.